Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем вновь декорировать кружечку. В этом мастер-классе я покажу, как слепить персонажа аниме Sailor Moon. Несколько поколений мальчишек и девчонок выросли на этом мультфильме. Когда начиналась очередная серия, дворы пустели. И до сих пор этот персонаж является одним из самых известных и культовых. Прежде чем приступить к лепке, я намечаю на кружечке места, где будет располагаться декор. К белой пластике добавляю небольшие кусочки глины желтого и красного цвета. Хорошо их перемешиваю и получаю глину телесного цвета. Из этой пластики катаю шарик. Кладу его на рабочую поверхность и прижимаю. Одну часть шарика вытягиваю пальчиками. Таким образом я формирую подбородок. С противоположной от подбородка стороны иголочкой продавливаю бороздку. Приклеиваю голову на кружку. Влажной салфеткой выравниваю поверхность головы. Из глины желтого цвета раскатываю пласт. Накладываю этот пласт на верхнюю часть головы и прижимаю его силиконовой кисточкой. Всю лишнюю пластику отрезаю. Иголочкой продавливаю бороздку. Из глины золотого цвета вырезаю диадему и приклеиваю ее на голову. Лишние концы отрезаю ножичком. В центральной части диадемы стеком делаю углубление. В это углубление вклеиваю маленький шарик из глины цвета красный металлик. Из глины желтого цвета катаю колбаску. Разрезаю ее на 8 одинаковых частей. Каждую колбаску катаю таким образом, чтобы один ее край стал остреньким. Колбаски слегка загибаю и приклеиваю к голове. Лишнюю часть колбасок отрезаю, после чего беру инструмент лопаточку и заглаживаю стыки между колбасками, то есть челкой, и головой. Этот переход должен стать плавным. Из глины желтого цвета вырезаю вот такую деталь. Приклеиваю ее над диадемой. Инструментом заглаживаю стыки. Из глины желтого цвета катаю 2 шарика. Приклеиваю эти шарики к голове. В центре каждого шарика стеком делаю углубление. Из глины цвета красный металлик катаю 2 маленьких шарика. Эти шарики вклеиваю в углубление. Из глины белого цвета катаю колбаску. Этой колбаской обрамляю шарики красного цвета. Участки между шариками желтого цвета и головой замазываю пластикой. Из пласта глины синего цвета вырезаю глаза. Приклеиваю их на голову. Приклеиваю колбаски белого цвета как к внешним, так и к внутренним сторонам глаз. Катаю 2 маленьких шарика белого цвета и слегка их вытягиваю. Кладу эти детали между 2 листочками бумаги и прижимаю лезвием. Получившиеся овалы приклеиваю на глазки. Катаю тонкую колбаску черного цвета. Приклеиваю ее на верхнюю часть глазок. Катаю колбаску черного цвета еще тоньше, чем в предыдущий раз. Приклеиваю ее к нижней части глазок.
Такие же колбаски приклеиваю над глазками. Это будут брови. Из глины телесного цвета катаю шарик. Слегка прижимаю шарик к рабочей поверхности и вырезаю из него треугольничек. Эта деталь станет носиком. Приклеиваю его к голове. Силиконовой кисточкой хорошо заглаживаю все стыки. Из глины красного цвета вырезаю рот. Приклеиваю его к голове. Из глины телесного цвета вырезаю деталь туловища. Эту деталь приклеиваю на кружку. Из пласта глины красного цвета вырезаю тоненькую полосочку. Приклеиваю ее на шею. Это будет чокер. Из глины цвета золотой металлик катаю тоненькую колбаску. От этой колбаски отрезаю малюсенький кусочек и с помощью силиконовой кисточки загибаю его вот таким образом. Получившуюся деталь приклеиваю на красную полосочку. Из пласта глины синего цвета вырезаю небольшой прямоугольник и на одной из его сторон в центре делаю вырез. Эту деталь приклеиваю на туловище. Силиконовой кисточкой прижимаю края детали синего цвета к туловищу. Всю лишнюю пластику отрезаю. Из глины белого цвета вырезаю прямоугольник и приклеиваю его на туловище. Края пласта прижимаю. И отрезаю всю лишнюю пластику. Из глины белого цвета катаю тоненькую колбаску. От колбаски отрезаю небольшие кусочки и приклеиваю их на деталь синего цвета. Эти колбаски, как вы уже догадались, станут полосочками на матроске. Из пласта глины красного цвета вырезаю бантик и приклеиваю его. Из глины того же цвета вырезаю треугольнички и приклеиваю их к бантику. Небольшой пласт глины золотого цвета накрываю пищевой пленкой и маленьким люверсом вырезаю кружочек. Затем этим же люверсом срезаю один край кружочка. Получившуюся деталь приклеиваю на бантик. Из глины телесного цвета катаю колбаску. Разрезаю ее на две одинаковые части и приклеиваю эти колбаски на кружку. Это будут ножки. Силиконовой кисточкой в нужных местах формирую изгибы. Влажной салфеткой выравниваю поверхность. Из пласта глины синего цвета вырезаю полоску. Эту полоску собираю в складочки. Эта деталь станет юбочкой. Приклеиваю ее к туловищу. Края полосочки прижимаю к кружке и отрезаю лишние части полоски. Верхнюю часть юбочки срезаю уголочком по заранее намеченным иголочкой линиям. Из пластики белого цвета катаю две тоненькие капельки. Приклеиваю их на туловище вот таким образом. Лишнюю пластику отрезаю. Раскатываю тонкий пласт полимерной глины красного цвета. Из этого пласта вырезаю небольшой прямоугольник и накладываю его на ножку. Силиконовой кисточкой прижимаю пласт глины к ноге. Лишнюю пластику отрезаю по контуру ножки. В результате у меня получились вот такие сапожки. Срезаю их верхнюю часть под углом. Из глины белого цвета катаю две тоненькие колбаски.
Приклеиваю эти колбаски к верхнему краю сапожек. Из полимерной глины золотого цвета катаю две малюсенькие колбаски. Придаю этим колбаскам форму месяца и приклеиваю их на сапожки. Пласт глины телесного цвета накрываю пищевой пленкой и маленьким люверсом вырезаю кружочек. Убираю пленку и разрезаю кружочек на две одинаковые части. Это будут ушки, приклеиваю их к голове. Силиконовой кисточкой заглаживаю стык между головой и ухом. Малюсенькие колбаски золотого цвета загибаю с помощью иголочки вот таким образом. Эти колбаски превращаются в сережки-полумесяцы. Приклеиваю их на ушки. Из глины телесного цвета вырезаю ручки. Приклеиваю ручки на кружку. Из пласта глины белого цвета вырезаю два прямоугольника. Накладываю эти прямоугольники на ручки. Силиконовой кисточкой прижимаю глину к ручкам. И отрезаю всю лишнюю пластику. Из пластики белого цвета вырезаю два треугольничка. Накладываю их на верхнюю часть ручек. Силиконовой кисточкой прижимаю пласт глины к руке и ножом отрезаю лишнюю глину. Из пластики красного цвета катаю тоненькую колбаску. Располагаю колбаску на ручке. Силиконовой кисточкой прижимаю колбаску к боковой части руки и отрезаю лишнюю пластику. Таким образом приклеиваю на каждую ручку по 3 колбаски. Первую колбаску я приклеиваю в том месте, где заканчивается перчатка. Следующие колбаски приклеиваю над предыдущими впритык к ним. Из глины желтого цвета катаю 2 колбаски. Делаю это таким образом, чтобы один конец колбасок был тоньше другого. Эти колбаски станут хвостиками. Приклеиваю их на кружку. Хорошенько прижимаю эти колбаски к кружке, делая их более плоскими. Концы хвостиков срезаю лезвием под небольшим углом. Из пластики желтого цвета катаю еще одну колбаску. Вытягиваю ее концы таким образом, чтобы они стали остренькими. Разрезаю эту колбаску на 2 одинаковые части. Теперь мне понадобится вот такой инструмент. Беру одну из колбасок и оборачиваю ее вокруг инструмента. Начинаю это делать с тонкого конца колбаски. Должно получиться вот так. Теперь очень аккуратно снимаю закрученную колбаску с инструмента. У меня получился локон. Приклеиваю локоны к нижней части хвостиков. Всю лишнюю пластику отрезаю. Иголочкой прорисовываю на хвостиках бороздки. Посмотрите, что у меня в итоге получилось. Отправляю кружку с декором запекаться. После запекания жду, когда все остынет. Беру акриловую краску белого цвета и с помощью стека с маленьким шариком ставлю на глазках точки. Краской этого же цвета с помощью тоненькой кисточки рисую на глазках полосочки. У меня получилось вот так. Теперь беру глянцевый лак и покрываю им все элементы декора, которые должны блестеть. Заколки на хвостиках, диадему, глазки, сережки, полумесяц на бантике,
и на чокере, и сапожки. Жду, когда лак высохнет. Беру маркер и с помощью него отмечаю местоположение декора на кружке. После этого очень аккуратно снимаю Sailor Moon с кружки. Для приклеивания декора я буду использовать эпоксидный клей. Наношу клей на обратную сторону фигурки, хорошо его распределяю и приклеиваю декор к кружке. После этого стираю разметку влажной салфеткой. Кружечка готова. Очень надеюсь, что этот мастер-класс оказался для вас полезным и интересным. Пишите в комментариях мастер-классы по лепке каких персонажей вы бы хотели увидеть в дальнейшем. Буду очень рада обратной связи с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также на профиль в Инстаграм и группу ВКонтакте. Ссылки я оставлю в описании под этим видео. Творческих вам успехов и до новых встреч!